Рыболов-копатель всех приветствует, друзья. И мы снова с вами на высохших водоемах. Снова озера немецких хуторов. Продолжаем нашу экспедицию с вами. Уже довольно-таки холодно. Уже минусовая температура. Но оно так по суше стало. Это очень хорошо. Кто еще не подписался, подписывайтесь. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить будущие выпуски и получать все уведомления. Ставьте палец вверх, пишите приветственный коммент. Поехали, друзья. Будет интересно. Двигаюсь по болоту. Ну как болоту? Сейчас болото, а когда-то озеро было. И вот такой сигнал был хороший и находка. Это а-ля бубенчик такой. А-ля бубенчик. Лопнувший, но имеет форму близкую к первозданной. Когда-то звенел. Я его почистил маленько. А на нем, смотрите, номер 24. Вот тут вот кожа оплетена вокруг верхушки. И Виктория написано. Может, на лошади был, а может, на корове. Вот так вот, ребят. Един феник попался. Военного периода. Конечно же, не является пропагандой ужасов войны. Такая находка. Ребят, я где-то около получаса преодолевал метров 10. Вот просто посмотрите, какая чаща за мной. И кажется, я к середине озера подобрался. Там такой небольшой плацдарм есть. Там вода даже вроде стоит. Пойду сейчас там посмотрю, поковыряю. Как же неудобно, батюшки мои. О май гад. Что медведь лажу здесь. Тем временем в магазине у деда Мити вы можете купить металлоискатели, катушки, поисковые магниты, лопаты, рюкзаки и другие аксессуары для приборного поиска и коллекционирования. Профессиональные консультанты помогут сделать ваше увлечение не только удобным и комфортным, но и результативным. По системе Trade-in вы сможете обменять свой старый прибор на новый максимально выгодно. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Используя промокод Рыбакоп, вы получите приятный бонус или скидку. Переходите по ссылке в описании. Иловская гильза. Стрелянная. Какой-то смешанный сигнал был, ребята. И вот вылетает. По-моему, это заглушка, если я не ошибаюсь, на кабель. Там надпись будет. Ну, на муфту кабельную. Сейчас почищу ее.
Ну вот почистил. Щетку в машине, к сожалению, оставил. Вот такой вот Außen Ende. Как-то уже попадались мне такие. Идем дальше. Сигнал тут был, друзья. Я уже начал его копать. Думаю, дай камеру установлю. Вдруг что интересное. Хорошо звенит. А это похоже ту самую Викторию, ее же кобылу или корову привязывали здесь. И она травку жевала и подходила и пила, когда необходимо было. Вот такой артефакт. Знали бы вы, ребята, какой запашище идет из болота. Фу. Метанище. Самый настоящий. Фу. Главное не надышаться им. Из глубины по пояс такое блюдце маленькое. Алюминиевое выскакивает. Вроде как блюдце. Чисто запатинировалось в болоте. Золотом. Золотая патина, друзья. Батюшки мои. Вот такие узоры время диктует. Вот тут здание школы было. Большая часть поселка в войну была разрушена. Погода приятная нынче. Дальше вот такая находка у меня. Часть колокола. Так позванивает мало-помалу. Ну, как-то мы металлолом копали с Цезарем здесь. Встречали местных жителей, семейную пару, уже такие в возрасте. То немного рассказали нам про этот поселок. Там вот ближе к лесу вроде как пасека была. Пчел держали немцы очень много, говорит, ульев было. Сейчас-то тут свежий лес, молодой, там запашка, ели растут. Ну, в войну очень много, тут большую часть поселка разбомбили, и он несколько раз переходил от наших к немцам и обратно. О, погодка, братцы. То снег сыпанет, то дождь. Сейчас вон крупа какая-то посыпала. Ошалеть. Шел мимо, кстати. Решил зайти, забрать колесо, которое я выкопал пару выпусков назад. Вы, наверное, помните. Оно такое маленькое, но достаточно тяжелое, обрезиненное. Странно, от чего оно могло быть. Где-то 30 сантиметров в диаметре.
для какой-нибудь тачанки сильно тяжелое оно. Сильно резина такая цельная. Заберу его, посмотрю. Может, тоже от техники, от какой-нибудь. Хотя и довольно маленькая. У кого будут версии, пишите в комментарии. Только что шел снег. А-ля град. Уже светит солнце. Почки на деревьях набухают. Как-то так, друзья. Вот они. И на этом тоже. Смотрите. Псевдовесна. Еще местные рассказывали, что в 90-х годах очень много приезжало немцев. Ну, уже детей, тех, кто здесь жил когда-то. Тогда еще никаких приборов не было. Там какие-то примитивные военные миноискатели. Но копали вручную. В общем, они приезжали там рядом с крыльцом дома. Говорит, старались уйти так, чтобы из нынешних жителей поселка, чтобы никто не заметил. Уходили, но за ними следили. Они копали здесь, пытались найти что-то. Но так, говорит, при нас никто ничего так и не нашел. Ну чё, Павлуша, здорово, еще раз привет. Вот я тебе стаканчик сделал. Края ровненькие. Все получилось. Правда, часа 2 точил края. Но нормально, вот помоешь. Как-то так получилось. Пейте на здоровье. Я думаю, не только тут будешь чаечек или еще чего-то, но и покрепче в Новый год. Вовсю светит солнце. Вот пока я ходил, дождь был, снег был мокрый, град был, солнце светило, ветер дул. И это все за 4 часа. Наша калининградская погода, друзья. Вот такая прогулочка сегодня скромная получилась. Но тем не менее воздухом подышал свежим. Что-то вам показал. Так что спасибо всем за просмотр. Пишите комменты, ставьте палец вверх. До новых встреч.